MIDI-клавиатура, 25 клавиш, это самая маленькая в линейке, их всего 3 вида, это 49 и 61 еще клавиши есть. У нас есть pitch, модуляция, транспонирование октавы, настройки громкости, энкордеры. Здесь 8 штук, которые можно назначать. Также управление панелью в Ableton Live 11. Есть арпеджиатор, ролл и пэды, которые тоже можно назначать. Вот. Итак, если вы купили ее БУ, то прежде чем начать пользоваться, лучше сбросить к заводским настройкам. Так, сначала я расскажу, какие выходы есть. В общем, ее можно подключать. У нее есть MIDI выход, MIDI вход. У нее есть Sustain, Expression, да, USB выход и все. Больше у нее ничего. Единственное, что минус, наверное, нету на наушники выхода. Ну да ладно. Но на самом деле было бы удобнее, если было. Вот, для того, чтобы нам сбросить к заводским настройкам и вообще получить компьютер, нам нужен обыкновенный вот этот наш уже постоянный кабель USB, который кабель от принтера. То есть мы подключаем просто кабель в MIDI-клавиатуру, а второй конец USB получаем компьютер, системный блок, без всяких внешних звуковых карт, без всего, все это будет нормально работать. Итак, для того, чтобы сбросить нам к заводским настройкам, мы зажимаем Shift плюс-минус и подключаем USB провод. Вот у нас появляется надпись Excite. Excite, видно, да, сейчас? О, так получше. Вот, надпись Excite, нам надо нажать здесь плюсик, видите, значит, мы можем нажать вверх, Setup, Version и вот факт, что-то там. Нажимаем на это, действительно ли хотим сбросить. Все. Выход. Все, мы сбросили, вот она перезагрузилась, мы сбросили к заводским настройкам. Что нам нужно дальше сделать? Дальше мы подключим ее к компьютеру. Сейчас я покажу, как все это сделать, и объясню, как всем этим пользоваться. Итак, для того, чтобы подключить ее к Ableton Live 11, первое, что нам нужно сделать, это скачать драйвера. То есть мы заходим в поисковик, здесь набираем Impulse 25. В поисковике заходим на сайт вот этот Innovation, он открывает нам вот эту вкладку. Здесь мы нажимаем Support, скачать downloads, он перекидывает нас на эту вкладку, и здесь мы скачиваем просто вот этот драйвер Innovation USB драйвер 3.2.0 какой-то у вас, если Windows у вас 11 либо 10, да, если у вас версия ниже, то тогда вот этот драйвер устанавливаете. Также есть автомаппинг. Вот что такое автомаппинг? Скажем так, Novation вообще вот, она специально делает MIDI-клавиатуру и свое оборудование, максимально интегрируя для Ableton Live. Вот, конкретно у меня он 11, да, так он выглядит. Вот они максимально делают эту интеграцию, чтобы все это хорошо работало, без всяких там заморочек и настроек. Но в чем есть фишка? В том, что все вот эти энкордеры, все это будет работать, у вас все будет прекрасно действительно работать в том случае, да, то есть если у вас идут заводские какие-то плагины, то есть все, что стоковое в стоковое в Ableton Live 11 есть, да, все это будет хорошо работать, сразу автоматом будет привязываться, все будет, проблем с этим нет. Но если вы устанавливаете какие-то внешние плагины, не знаю, там вот, допустим, я вот скинул, вот у меня есть Absync, да, то есть синтезатор этот. Вот и для того, чтобы внешние скачанные вами плагины работали, и тоже все это настраивалось, сразу привязывалось, то есть не надо, чтобы вам было самим настраивать все эти энкордеры, кнопки, то есть, да, чтобы это было удобно сделано. Для этого есть автомаппинг. Что это такое? Вы скачаете, когда... То есть вы скачаете этот драйвер, установите, там ничего сложного нет, вы скачаете автомаппинг, и как он работает. Я лично им не пользуюсь, потому что, ну, мне он не понравился. Сейчас объясню, почему. Так, итак, вот у нас автомаппинг. Мы его запускаем. Вот так у нас выглядит. Сейчас давайте в Ableton зайдем. Так сделаем. Вот так выглядит у нас автомаппинг. Да? Здесь ничего сложного нет. Вы заходите сюда. Вот у вас он сразу определит Live, то, что у вас он есть.
Дальше вот ваши плагины здесь VST, VST3 и какие-то вот эти. Суть в чем? Для того, чтобы он создал скрипт под внешний плагин, который вы сюда установили, то есть он сразу автоматом настроил, скажем так, назначил все энкодеры, да, по управлению внешним плагином. Для этого нужно вот именно автомаппинг. Он как бы интегрирует, синхронизирует, скажем так, да, а MIDI-клавиатуру, именно все ее назначения, которые есть там, энкодеры, да, вообще управление, все ее на внешний плагин. Вот, и мне, то есть, вот так вот вы сюда нажимаете VST, VST3, да, это показаны все ваши плагины, которые у вас установлены. Единственное, он показывает плагины здесь, которые у вас установлены в корневую папку. Ну, то есть изначально, когда вы не меняли ничего, куда устанавливает программа. Но если установили, допустим, вы в какую-то папку, как у меня все в отдельной папке специально VST, VST3 сделано, чтобы не путаться, да, и он здесь их не будет отображать. Для этого вам надо просто setup VST plugins и добавить сюда вот просто плюс, добавить сюда папку, где они у вас все инструменты находятся, нажать ОК, и он их просканирует и покажет уже плагины, которые у вас есть в другом месте, да. Вот, и здесь вы ставите галочки, либо нажимаете от первой к последней Shift, зажимаете, он все выделит. Допустим. Вот он будет их выделять, и после этого вы... Сейчас я покажу, что сделаете. Вот вы просто выделяете плагины, которые вы хотите, чтобы автоматом был к ним сделан скрипт. Все, после чего вот у вас здесь появится, и вам надо будет просто нажать. Вот вы здесь выберите вашу клавиатуру, которая у вас есть. Если у вас, допустим, импульс 49, там, либо как у меня 25, и просто Setup Live. То есть вы когда выбрали все плагины, которые вы хотите, чтобы у вас работали, да, вы нажимаете сюда, вот на Live, и Setup Live, и он вам покажет, как настроить, как установить все это сделать. Вы просто везде нажимаете ОК, и там ничего сложного нету. Он сразу сделает скрипт. Я делать это не буду, потому что мне это неудобно, потому что как я понял, когда пользовался, что скрипты, которые делают автомаппинг, они криво. Ну, то есть мне не всегда нравится, что он назначает, поэтому удобнее делать это все самому, и на самом деле это действительно удобнее. Вот, поэтому я не пользуюсь. И дальше, как настроить? Вот мы подключили MIDI-клавиатуру, подключили к компьютеру. Здесь вот у нас бас MIDI, нам нужно выбрать, вот крутим вот этот энкодер по часовой стрелке, выбираем Live. Да, вот все, чтобы выбрать, скажем так, скрипт, да, для Ableton Live. Здесь также есть, что у нас есть? Basic MIDI, есть что-то там, GM, Live, Reason, GarageBand, ну и, то есть, Novation, и дальше вот можете посмотреть, там нужен Live 4. То есть, когда мы подключили, установили драйвера, мы заходим в опции, Preference. В аудио у меня лично стоит. Здесь ничего не меняется, так как у вас же он... То есть здесь у вас как по настройкам, если у вас есть внешняя карта, то здесь у вас указывается, скорее всего, звук на внешний. У меня вот так все это настроено, как в предыдущем видео я показывал. Да, то есть выход у меня идет через наушники. Так, итак, сначала мы устанавливаем драйверы, после чего мы запускаем Ableton Live 11. И дальше мы заходим в опции Preference. И вкладка Link Tempo MIDI. Здесь у нас импульс мы выбираем, да, вкладке есть, как она и поддерживает. Здесь сразу у нас определил тоже импульс. И здесь определил импульс. И вот когда вы устанавливаете автомап, то он еще будет показывать вам автомаппинг MIDI. И вообще у вас здесь в плагинах с автомаппингом, допустим, у каждого там плагина появится дополнительный с названием автомап. То есть он продублирует их. И я не понял, в чем разница. Я, честно, не вижу в этом смысла. И вообще потом автомаппинг они ушли, Novation, они там какую-то другую программу сделали. Да, и поэтому... они уже не советуют автомаппинг. Дальше что мы здесь? Я выставил настройки так, потому что у меня вот один канал, здесь без разницы. Так, импульс. Автомап нам не нужен, Novation импульс. Вот мы вставляем. Все здесь
как вот у меня указано, трек, sync, remove, можно MIDI импульс тоже можно выставить, и innovation вот здесь тоже можно так поставить, в принципе разницы никакой. А вот этот параметр, на что он влияет, это, то есть он влияет, сейчас я вам покажу, на что, на энкодеры. Давайте здесь выберем. То есть вот видите, я установил все, да, то есть в принципе вот так вот настроил, и вот если посмотреть вот здесь, и вот этот, вот у меня он работает, крутится. То есть все нормально, все работает, ничего там дополнительно не надо делать. Так, если вы выставляете вот value scaling, да, как он там правильно, вот, то, допустим, у вас получается так, что у вас 667, и сразу вы прибавляете, и он от этого параметра скачет вверх-вниз, то есть, да, прибавляет. Если здесь еще сделать два параметра, да, есть non и pickup, скажем так, вот это означает, что либо сначала у вас этот регулирует с нуля, либо здесь будет с нуля. Ну, в общем, какой-то там сложный, не знаю, можете попробовать. Я лично сделал вот это, и он удобный, потому что действительно вы вот видите, откуда у вас, и начинаете регулировать. Это очень удобно. Вот, да, кстати, крутилки здесь, получается, на коридоре, они 360. Ну, в общем, они бесконечные. Что влево, что вправо. Все, нам ничего больше настраивать не надо. Мы закрываем это окно. В аудио я уже показывал, да, что у меня сделано. Вот. Дальше, про саму. Сейчас мы запустим AppSynth. Выберем Browse. Вот. Все работает, да? Итак, давайте я расскажу сначала про саму MIDI клавиатуру, что она может. Ну, это, естественно, у нас pitch, да, это у нас модуляция, это клавиши, транспонирование, это миксер. Миксер отвечает, вот мы сразу подвязали вот на эту, видите, у нас сделано, в общем, AppSynth к этому инструменту, и это регулировка громкости звуковой дорожки. Вот она, видите, регулирует. То есть вы можете поставить на 0, в принципе. Вот. Дальше, что у нас главное? У нас есть MIDI-каналы. То есть у нас мы можем настроить... В общем, я, наверное, буду рассказывать попутно, да, как это работает, чтобы не путаться. Так, главное, настройки. Мы заходим. У нас есть вариант нот, да, вариант передачи MIDI, насколько я понимаю, да, здесь особо можно ничего не трогать. В общем, суть в чем, что если у вас в какой-то меню настройки есть плюсик, значит, вы можете нажать плюс, и он перейдет вверх, да, то есть у вас есть вот эти параметры, темп вы можете поменять. Вообще можно синхронизировать темп с Ableton Live, да, вот, в принципе, у нас 120, у нас 120 здесь и 120 здесь, пока ставим так. А дальше у нас есть... вот эти параметры всякие, DIN и прочее. На самом деле они не настолько важны, все и так работает. Вот, сразу вот так, давайте MIDI Chain. Что значит MIDI Chain? У нас есть 16 каналов. Как это работает? Мы можем выбрать, вот у нас, допустим, канал 1. Мы можем включить вот этот бас. Да, у нас выбрать канал 2. И вот здесь что у нас? Сейчас, подождите. И здесь, да, у нас выбрать канал 3. Вот так. И следовательно, у нас первый канал это играет AppSynth. Второй канал у нас играет. Это быстрое переключение, по идее, между дорожками. На самом деле это в чем-то удобно. Сейчас убавлю чуть. Вот. Третий канал у нас, естественно, будет вот этот играть, но у нас... вот. Ну, то есть, по идее, вы можете сюда добавить 16 инструментов, да, и вот, скажем так, через MIDI Chain
настраивать, какой вам нужен. То есть выбирать. Вот мы сейчас пока выберем вот этот вот самый интересный звук. Вот, дальше, что у нас с Keyboard? Это MIDI-порт. По идее, он автоматически, то есть это подключение, да, по MIDI, либо там выбрать USB. По сути, здесь просто порт вы выбираете, можно поставить все, он все равно работает. Дальше у нас, если не ошибаюсь, это Velocity или что-то, точно не помню, ладно, не суть. Потом Aftertouch можно включить, выключить. Ну и все, здесь больше нет ничего. Видите, вы, когда доходите до конца меню, у вас больше плюсика нет, только минус. Все, можно выйти. Дальше, что у нас есть? Вот, зона. Это разделять клавиатуру на 4, можно на 4 зоны разделить. Что мы можем сделать? Мы включаем, естественно, плюс. То есть включаем on. Нажимаем плюс. И вот у нас первая зона. Мы ее можем разделить от ноты. Да, кстати, если что, нота до первой октавы, это вот эта нота у нас. Давай, включена, нет, сейчас выключена. Ноту до первой октавы и ноту до первой октавы в Ableton Live это C3. Вот C2, C3. То есть мы настраиваем, с чего начинается наша первая зона. То есть чтобы сразу можно играть на нескольких инструментах. Мы, допустим, берем ноту вот эту, начало. Видите, конец. Выбираем, допустим, ну, вот, ноту C. Дальше мы можем выбрать октаву плюс-минус, да, то есть... Так, давайте, наверное, другой инструмент включу, что там какой-то не особо интересный. Так, приятнее будет. То есть это мы можем выбирать дальше октавы, настроить, какие нам нужны. Все, дальше мы можем выбрать и MIDI канал. То есть мы выбираем, допустим, вот у нас MIDI канал 1, вот у нас MIDI канал 1. Мы выбираем, чтобы это был MIDI, вот это наш инструмент. Все. Окей, дальше мы выбираем порт. Это мы не будем трогать. Второй момент. Второе разделение мы можем выбрать также от ноты C3. То есть мы выбираем от ноты C3. Дальше мы заканчивать будем C4. Дальше MIDI октаву мы оставляем, допустим, также по нулям. И нам нужен MIDI канал. Вот у нас второй выберем MIDI канал. Мы выбираем, допустим, на этом инструменте второй MIDI канал. И включаем его in. Дальше, кстати, у вас не включается, можно вот in нажимать, и он будет работать. Все, дальше также можете третий разделить, если меньше. Но вообще я тут не вижу смысла, на самом деле, так много разделять. Тут двух достаточно, как мне кажется. Но если у вас, допустим, клавиатура 49 клавиш или еще 61 тем более, то там это будет удобнее сделано. Все, вы просто прощелкиваете, дальше ничего такого нету. Все, настроили каждый. Все, вот вышли. Все. То есть, получается, мы настроили вот один у нас инструмент. Вот второй инструмент. Все, что касается разделения зоны, также, чтобы выключить, мы просто заходим сюда и выключаем. Все, не работает. Следующий момент, что у нас еще есть? У нас, получается, мы можем арпеджио сделать, то есть нажимаем арпеджиатор. То есть вот у нас 8, да, мы можем, допустим, так сделать. Вот так сделать. И еще, по идее,
Вот у нас получается красный выключен, яркий зеленый, и вот чуть-чуть он подгорает, значит он как бы в ползвука будет играть. Вот. И roll это... Единственное, я не понял, сразу подскажите, кто знает, почему вот всегда здесь начинается с ноты C3. Вот видите, то есть до первой октавы. Почему? То есть даже если ты меняешь здесь октаву, здесь ничего не меняется, и отдельно эту зону назначить нельзя. Я, может быть, не понял, как это сделать. Если что, кто знает, подскажите, пожалуйста. Потому что вот я... То есть если ты делаешь арпеджиатор, то да, все нормально. А вот с роллом так не работает. Ну и здесь можно темп выбрать. Так, у нас вот по поводу стандартных встроенных плагинов, да, вот у нас здесь видно, что у нас их вот 8, да, и вот у нас здесь 8 их. Вот у меня. То есть это все работает, все регулируется. Это все автоматически настроено, потому что это встроенный плагин. Так это все работает. Вот, что у нас еще есть. Так, мы можем сделать по поводу нажать Shift и Arpeggio. И у нас получается следующее. Мы можем выбрать, какими нотами это будет играть. Давайте в сток сделаем, чтобы это было получше. То есть 24-ми, 32-ми, 96-ми, 48-ми, ну и так вот 12-ми, 8-ми, 6-ми, 3-ми. В стоке идет, получается, 16-й. Дальше. Гейт, да, то есть 127, сток 50 получается у него. Свинг. Тоже 50 сток. Это получается как арпеджио будет у вас. Ну, допустим, вы аккорд зажали. Так. То есть это он либо вверх, либо вниз будет. Либо так. И рандомный. Это сколько октав? Так. Три октавы. Это сколько будет у вас использовано энкоров? Как они? Так, а это сколько у вас будет использовано пэдов, да? По сути, все. Это что касается арпеджио. Что касается ролла, вы можете просто темп набить. Он здесь идет почему-то 118. Либо прибавить. Давайте сделаем 120, да? Все, в целом удобно. Допустим, мы можем выбрать, не знаю, сейчас давайте.
Вот, можно также roll или арпеджио. В целом про это вроде все, что у него дальше самое, наверное, важное, что интересно. Это мы можем настроить, вот я сказал, что почему автомаппинг не очень, потому что настраивает криво скрипты делать, мне не понравилось, да, как делает, можно самому сделать, да, то есть самому сделать можно лучше и удобнее, и на самом деле это действительно лучше. Вот, что мы можем, вот у нас есть плагин. Что такое плагин? Плагин — это, скажем так, тот же самый скрипт, который будет применяться к инструменту. Вот у нас Absinthe инструмент. Вот, да, у нас к нему применяется плагин. То есть мы не можем его никак поменять. То есть что мы крутим здесь, то здесь и крутится. Да? Как видите, я кручу вот эту ручку, у нас вот здесь она показывается. Вот это вот здесь. Мы ничего с этим сделать не можем. То есть, да, вот плагин, он есть плагин. Ну, в данный момент. Так, сейчас я включу его. Извиняюсь. Вот, единственное, если вы не знаете, что вы, то есть вы что-то крутите и непонятно, что он крутит, он, по идее, здесь будет писать название, видите? У нас мастер фильтр, вот мастер, то есть у нас здесь написано мастер фильтр, да, вот мы крутим, вот он мастер фильтр, и здесь он тоже пишет мастер фильтр. То есть мастер рек, то есть он все названия дублирует. Но непонятно, он как-то рандомно настраивает это, поэтому что мы можем сделать? Мы можем сделать следующее. Мы можем зайти сюда. Да, для того, чтобы сами назначить, можем открыть, нажать конфиг. Вот это все, что у нас есть, мы можем просто delete сделать, удалить. Нам это ничего не надо. И дальше делаем следующее. То есть, и когда мы хотим уже сделать так, чтобы это было удобно именно нам, то мы просто нажимаем на этот параметр. Он у вас появляется вот здесь, и после чего вы крутите ручку, вот эту, допустим. Все, и она подвязывается. Дальше вы нажимаете следующий параметр, она появляется здесь, эта ручка подвязывается. Дальше третий параметр, четвертый параметр. Выберем, допустим, пятый параметр, шестой параметр, седьмой параметр и восьмой. Ну, допустим, вот мы выбрали вот эти параметры. Все, мы можем это теперь конфиг убрать, и теперь вот они у нас регулируются. То есть, что мы сами настроили, то и запомнилось. Но на самом деле это не все, что мы можем. У нас же есть еще режим MIDI. То есть, что такое режим MIDI? Режим MIDI — это когда ваши энкодеры, они ни на что не настроены, они просто пустые, и вы можете назначить их так, как хотите. То есть мы делаем следующее. Мы нажимаем здесь MIDI, после чего выбираем здесь у нас нажат MIDI, здесь мы нажимаем MIDI. Вот, после чего мы также нажимаем, допустим, вот этот параметр у нас появляется, мы назначаем этот параметр, мы также заново назначаем просто еще 8 параметров, какие мы хотим. Допустим, назначим вот здесь, не знаю, ну назначим атаку и назначим delay. Вот.
Все, выключаем. И получается, смотрите, в режиме плагина, вот когда у вас включен плагин, да, у нас настроены вот здесь то, что мы изначально делали, да, первый вариант. И вот они здесь тоже, вот я здесь кручу, вот он дублируется, да, вот, допустим. Я нажимаю MIDI, кручу, и у нас уже вот этот параметр регулируется, который мы назначили второй раз. Вот они, все 8 заново. Так, итого получается так, что вы можете 8 энкодерами, да, вы управляете с помощью 8 энкодеров, можете управлять 16 параметрами. То есть плагин у вас одни, как я показал, да, уже вот эти вот часть мы настроили в MIDI, мы настроили вот здесь. Но еще у нас мы можем настроить MIDI как миксер. Да, вот у нас миксер он есть. Мы можем также нажать кнопку, выключить его, включить MIDI, выбрать параметр, я не знаю, какой-нибудь. Ну, давайте вот этот просто нажмем, лево-право, да, и покрутим вот это здесь. Все, включаем MIDI, и получается, когда он горит, он, значит, регулирует у вас, получается, громкость канала, как я уже говорил, громкость, да, вот эту, громкость звуковой дорожки. Да, но если мы нажимаем, чтобы он погас, он будет работать как MIDI и будет управлять вот за этот параметр, видите? Вот итого у вас, по сути, 16 параметров. 16 вы можете, скажем так, запрограммировать параметров, что это очень удобно, и между ними ничего сложного нет переключаться, на самом деле. Вот что я хотел сказать, самое главное по настройкам. Поэтому автомаппинг как-то работает криво, мне он не понравился, от слова совсем. Так, что мы еще можем сделать? Мы можем нажать плагин MIDI, вот, и он у нас будет регулировать энкодерами сначала панораму влево-вправо. Вот, это вторая дорожка, получается, это будет первая дорожка, это третья, четвертая, да, ну и так далее. Да, вот он регулирует, видите? Вот. Дальше мы нажимаем Shift, нажимаем плагин вверх, вот у вас стрелочка вверх, page вниз. Он, получается, будет у нас регулировать реверберацию, да, если я не путаю. Вот. То есть, да, вот, видите, вот этот параметр он регулирует. Также, типа, первая дорожка, вторая, третья, четвертая. Еще раз нажимаем Shift, нажимаем еще раз вверх. Он будет регулировать у нас, получается, delay, если я, да, правильно называю. Вот, видите, другой параметр у нас. Вот он у нас есть, вот этот вот, регулирует. Ну и также первая дорожка, вторая, третья. Еще раз нажимаем Shift, и, скорее всего, уже все, больше ничего у нас не будет. Да, все, уже ничего не регулирует. Все. То есть, грубо говоря, у вас получается, если посмотреть здесь, у вас регулирует реверберацию, дилей, панораму. И все. Так, все, что касается вроде подключения к... Еще раз покажу вам на всякий случай, как здесь надо все это настроить. Вот так это все выглядит. Вот, импульс, innovation. В целом, вроде все рассказал, как это работает, как пользуется, если что там. Именно. Итак, все, что связано с MIDI-клавиатурой, с подключением к компьютеру, к Ableton Live, вроде все рассказал, функции все ее вроде рассказал, на что она там способна. Может быть, что-то, конечно, не рассказал, но вроде бы посмотрел обзоры, почитал инструкцию и все показал, как это делать.